Всем привет, привет. Если меня слышно, ребята, дайте плюс, пожалуйста, в чат. Есть связь, меня слышно? Echoes hum through wired veins. Every shadow starts to glow. In this rhythm, time moves slow. Отлично. Metal hearts and velvet sound. Lost in love. Все, если слышно, мы можем тогда начинать. Всем привет, ребята, привет еще раз. Так, это можем уже завернуть. Ой, блин. Так, так, так. Так, начнем тогда наш недельный обзор. Так, и сейчас. Вот так сделаем. Итак, по поводу, ребята, индикатора, да, разработал индикатор по квартальной теории. Теперь хочу раздать этот индикатор 5 трейдерам для того, чтобы прогнать, да, его на реале, чтобы выявить ошибки, минусы, потому что мне одному самому, честно, у меня рук не хватает, дел слишком много, и я сам это не смогу просто сделать. Поэтому кто желает протестировать этот индикатор, вот он сейчас как раз-таки вы видите а, его, он очень как бы многофункциональный. Здесь сразу определяются SMT-дивергенция, то есть SSMT по квартальной теории. Плюс он сам определяет модель формирования цикла, либо XAMD, либо AMDX. Плюс здесь начинаются... Так, сейчас TradingView что-то он тормозит. Сейчас загрузится, что я смог вам показать. Так. Именно когда начинается стрим, вот такие вот вещи начинаются, блин. Косяки. TradingView начинает тормозить. Окей, выйти. Вот. Начинается с годового цикла, потом квартал, месячный, недельный, дневные циклы, 90-минутные и микроциклы. Здесь есть настройки по определению моделей. Вы можете сами потрогать, поэкспериментировать. Но здесь по дефолту стоит как бы максимальные настройки. Может быть, это не максимально. Я еще, честно, сам не проверял полностью. Здесь настраивается, опять-таки, актив, на котором вы хотите увидеть SMT-дивергенцию, SSMT, Invoke, фильтры. В общем, очень много разного здесь учитывается для того, чтобы правильно, точнее определять модель. И много еще дополнительных функций. Можете потом разобраться. Вот, поэтому, кто желает протестировать этот индикатор на истории, у кого есть время, кто понимает квартальную теорию, то я буду рад с этими людьми поделиться. Напишите мне в Telegram. 5 человек подберу и дам доступ после стрима. Нужно будет отправить ваши юзернеймы в TradingView. Вот, допустим, вот здесь это отображается. Нажимаете, смотрите ваш профиль. Вот, отправляете, чтобы я дал вам доступ на этот индикатор. И потом можете уже вполне тестировать полностью этот индикатор в деле. Итак, начнем наш недельный рекап. Эта неделя была довольно-таки очень интересной. Плюс, если кто смотрел прошлый рекап, я делал анонс, то, что сделаю дополнительный урок по квартальной теории.
Я сделал этот урок, поделился со студентами, и как раз-таки на этой неделе многие студенты как раз-таки отработали на базе этого урока. И вы сами сможете увидеть, насколько эта тема была сильной, насколько эта тема была мощной, что многие, да, ну, студенты, я имею в виду, многие студенты хорошо освоили этот урок и начали торговать просто на базе вот этих дополнительного урока, вот на базе этого урока. И это показало то, что урок этот был действительно сильным, мощным и полезным. Это было видно по реакции студентов, по их отзывам в закрытом канале. Теперь дальше будет дополнительный урок по MMXM модели. Дай бог, на следующей неделе тоже сделаю. Он тоже будет такого же качества, дополнительно для блока MMXM. И там будет уже связка нескольких концепций, как надо делать анализ в связке с другими концепциями, которые сами по себе отдельные темы, но если их соединить, то это будет комплексный анализ, который будет давать вообще полную картину, ну, почти что полную картину ценового движения. Вы сами знаете то, что MXM-модели, они и так показывают ценовое движение в масштабе, но когда туда подключаются еще другие дополнительные инструменты анализа, то MXM превращается просто в монстра, который показывает движение рынка с очень большой точностью. Так, итак, все, можем здесь начинать теперь наш недельный рекап. Мы остановились вот здесь, на прошлой неделе. Итак, для начала новой недели я в прошлом стриме говорил, да, кто смотрел, я думаю, вы помните мой прогноз по отношению вот к этой текущей неделе, какой он был. Я определил то, что вот эта неделя, она была аккумуляционной неделей, потому что это было Q1 месяца. Вот, так. Вот, Q1, месячный цикл, и это первая неделя месяца. И я на эту неделю определил как неделю аккумуляции. И относительно нее я ждал манипуляцию в следующей неделе. Вот в этой, которая как раз-таки закончилась. Да, я говорил то, что могут быть два сценария. Если мы заберем buy side, то дальше будем двигаться в И если же мы заберем сначала sell side, зачистим, то потом будем двигаться уже в long. И как раз таки что случилось, да? Мы забрали сначала buy side, как раз таки аккумуляционного цикла, и потом упали в шорт. У меня в начале недели было как раз таки два сценария, но этот сценарий, он был да, с Павлом было бы, конечно, хорошо, но только найдите Павла. Павел пропал. Мы все переживаем за него. Он вообще пропал полностью, без вести. Если у вас есть доступ к нему, если вы в контакте с ним, то передайте, чтобы он вышел на связь, потому что Павел пропал. Я не знаю, что случилось. Как раз-таки я помню, что мы обсуждали этот момент, но его нету, к сожалению. Он не выходит на связь. Окей, продолжим. Итак, этот сценарий был, как бы, этот сценарий был на всю неделю, но в начале недели, мы знаем, всегда в начале недели формируются ложные движения. А как вам сказать, основная торговая недели, она уже как бы осуществляется ближе к середине недели.
А в начале у нас всегда, вы знаем, то, что мы должны сначала сбалансировать рейндж либо пятницы, либо уже недели. Если пятница также продолжила рейндж предыдущей недели, то мы уже должны работать как раз-таки с рейнджом предыдущей недели. И вот тут мы можем отметить вот этот рейндж. Вот этот рейндж. Так, наш рабочий рейндж для понедельника будет вот этот. Потому что пятница, она продолжила движение. Вот. И поэтому для нас будет, ну, был, во всяком случае для меня, я так делал анализ. И рекомендую всем вам тоже, кто торгует по ICT, таким методом пользоваться. Сначала определять dealing range. Dealing range это рабочий ваш range, с которым вы будете работать. Так, поделить его на премиум и дискаунт. Вот премиум и дискаунт. И цена находится как раз таки у нас в премиуме. Если мы определим для вот этого движения наш dealing range, то это будет вот это движение. Вот оно. Вот этот range мы как раз таки пришли больше, то есть выше эквилибриума поднялись как раз таки в премиум. И здесь мы можем уже ожидать шорты. Продолжение шортового движения. Почему продолжение? Потому что анализ по IBDA Lookback показывал еще в июне месяце, что у нас полный тренд, да, со старшего таймфрейма он медвежий. Поэтому я ожидал, что дальше будет еще шорты после отката. Окей. Теперь наш dealing range рабочий вот этот range. Мы отметили премиум и дискаунт. И чтобы продолжить движение в buy, если цена собирается снять сначала buy side ликвидность, то она должна отпуститься в дискаунт. Это правило, это закон. Поэтому сразу определяем в начале торговой недели наши POI, переходим на 4-часовой таймфрейм, либо на H1, либо на H4. И здесь мы смотрим, есть ли здесь имбаланс ниже эквилибриума. И мы видим то, что есть тут имбаланс, зона, которая не была протестирована. Вот, 4-часовой как раз это last FEG, LFEG. LFEG. И если цена спустится именно в этот диапазон, в этот массив, то здесь мы можем искать лонги, продолжение лонгов. Почему? Потому что мы вот этот low, сам low, он уже считается как protected, защищенный. Из-за чего он защищенный? Потому что он снимал ликвидность предыдущих недель, вот эту ликвидность. Поэтому вот этот swing low считается protected, защищенным. Так. Снятие ликвидности было. И внутри этого protected low наш этот last FEG 4-часовой, он является сильной зоной сопротивления. Цена, малая вероятность того, что цена сможет пробить этот имбаланс с одного раза. Потому что, во-первых, этот имбаланс находится внутри protected low, и плюс он является last FEG. Ясно, да? Итак, перейдем на М15. Посмотрим, какое движение. И вообще, если так посмотреть, то мы уже сформировали здесь MMXM Sell Model. То есть кривую. Здесь была сформирована кривая покупок, но она является половинкой MMXM Sell Model.
Здесь кривая покупок сформирована, и здесь большая вероятность, что может сформироваться кривая продаж уже для маркет-мейкер модуля. И мы видим то, что неделя открывается у нас с гэпом, цена сразу спускается в дискаунт относительно уже вот этого дилинг рейнджа. Относительно вот этого вот дилинг рейнджа. Почему снова я беру именно этот лоу и именно вот этот диапазон как в качестве рейнджа? Потому что этот лоу снимает ликвидность. Определять дилинг рейндж это проще простого, на мой взгляд. Вы должны просто определить два свинга. Один лоу, свинг лоу, и другой свинг хай. И они оба должны снимать ликвидность. И мы видим, вот как раз таки здесь было снятие ликвидности. Вот. Этот лоу снимает ликвидность. И здесь тоже вот этот хай снимает предыдущую перед собой всю ликвидность. Вот это. Вот эта ликвидность снимается. Значит, этот dealing range, он отвечает всем критериям dealing range. Итак, это M15, M15. Теперь нам нужно отметить, если здесь был вот это было дисплейсментом, то мы должны отметить уровни слома. Это будет цист уровень. Мы отмечаем по телу свечи. А также, так, где у нас swing low? Вот этот low, который снимает ликвидность перед собой. Хотя вот здесь, вот это тоже, он тоже, вот этот low тоже отвечает этому критерию MSS. Окей, MSS и цист есть. Да, мы спустились сначала в дискаунт здесь. И должны теперь увидеть одно движение в премиум, чтобы продолжить падение. Сейчас, так. Вот. Мы в дискаунте здесь, и мы должны увидеть одно движение в премиум и падение. Почему мы ожидаем падения? Чтобы сбалансировать наш рейндж предыдущей недели. Вот. И здесь мы просто должны увидеть подтверждение слома структуры. Если подтвердят слом, то вот тут можем поймать шортовое движение. И что мы показали нам? И как раз таки вот здесь, вот, ребята. Так. Я здесь цист неправильно. Вот здесь эта свеча, она формирует хай. Значит, цист у нас вот начало вот этого движения. Вот. И как раз таки мы видим то, что цена приходит в этот диапазон, тестирует его. Тестирует. Так, да. И отсюда цена разворачивается в шорт. Вот тут можно было поймать, но если кто-то рано просыпается в азиатской сессии, можно было поймать вот это движение в шорт. И таргет был бы как раз-таки эквилибриум вот этого рейнджа. Потому что цена 100% должна спуститься до эквилибриума. Это всегда, это 100%, это беспроигрышный вариант. Если мы перейдем на M3, тут мы можем как раз-таки здесь, если дадут нам, да, вот, смотрите, даже на M5 это было бы видно. Вот серия медвежьих свечей формируется. Серия на M5 перейдем, может это лучше даже. Вот, да. Вот здесь серия медвежьих свечей, но здесь не видно теста, к сожалению. На M3 видно, на M1. На M1, так, тоже видно, но на M3 лучше. Хорошо.
вот формируется серия медвежьих свечей, это и есть displacement candle. Вот. Тут вы могли бы попробовать поймать позицию, вход от теста имбаланса. Мы видим то, что вот здесь цена возвращается для теста этого имбаланса. Тестирует и дальше идет. Продолжает падение. Чисто вот все должны понимать то, что трейдинг — это торговля вероятностями, прежде всего. Мы торгуем здесь вероятностями. Никто на 100%, на 1000% заранее не сможет предугадать ценовое движение, да? Если он просто опирается не на базовые знания, то он не сможет. Но если у вас есть базовые знания, то вероятность вашего прогноза, оно как раз таки здесь увеличивается. Именно опираясь на знания, я вот здесь говорю то, что цена 100% должна прийти куда? В диапазон эквилибриума. И это всегда будет так. Это 1000%, 100%. Вот. Зная это, вот здесь у вас уже появляется беспроигрышный вариант для трейдинга. Потому что вы знаете, что цена обязана спуститься в дискаунт, и на этом пути она 100% пересечет вот этот эквилибриум, если вы правильно определяете dealing range. И вам остается только выполнить вход, да, после подтверждения чего? После подтверждения слома структуры либо через МСС, да, либо через ранний сигнал его, через цист. И мы видим то, что вот здесь, допустим, у нас был displacement, истинный displacement здесь, затем мы пришли тестировать как раз-таки уровень МСС или цист, и реакция от свечей показывает, что да, они уважают этот уровень. И далее вы могли бы вот тут уже после подтверждения, уже вот здесь свечи снова показывают displacement, подтверждают. Могли бы просто испытать свою идею, да, привет, привет, испытать свою идею и попробовать как раз-таки эту вероятность, проторговать эту вероятность. Допустим, вы зашли здесь, и первым таргетом всегда нужно целиться на equal lows, где у вас находятся относительно равные лои, где они находятся. Вы должны сразу смотреть на левую часть графика и там определять, где оно может быть. И что бросается сразу нам в глаза, то это вот эти два свинглоу, которые потом вот благодаря этому свингу формируют прям полку ликвидности. Затем вот тут уже есть имбаланс, зона имбаланса, но между ними ничего нету. Значит, можно таргетироваться сначала, в первую очередь, вот сюда. Относительно равные лои, это называется, да? Relative equal lows. То есть, если сказать чисто на английском языке по термину. Окей, сюда зашли, стоп можно ставить на свечу, которая формирует displacement candle. И здесь сюда 1 к 3, да? 1 к 3 тоже неплохо, в принципе. Так, ну-ка, поехали. В азиатской сессии уже цена начала расширяться. И плюс Азия формирует сразу рейндж. И вот мы видели, достигли этого нашего таргета. Посмотрим, как цена затем будет двигаться дальше. Видите, цена развернулась. А причина этому, я думаю, здесь был имбаланс 15-минутный. Вот как раз этот имбаланс. Видите? И мы пришли, протестировали этот имбаланс, но
сняли ликвидность и развернулись. Вот. Затем, да, вот тут как раз-таки мои студенты, они уже поняли в начале недели, а, как раз-таки по методике нового урока в квартальной теории, вот здесь можно было сразу прочитать это ценовое движение. Так, это мы пропускаем и ожидаем как раз-таки сессию Нью-Йорк. Стоп, 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 вот так. Вот здесь остается до Нью-Йорка. Это 9:30, 9:15, как раз следующая свеча, это открытие Нью-Йорка будет. И вот тут мы должны сверить теперь нашу триаду, посмотреть, что там творится. Так, сделаем, да, вот эту вещь. Там, парам, пам, пам, пам. Там, дарадарам, там. Вот так, все. Так, М15, здесь тоже М15. Это делаем S&P 500. А здесь Dow Jones. Это все лишнее удаляем. И вот так режем сюда. Привет, братик, привет. Итак, мы видим то, что до Нью-Йоркской сессии, так остается сейчас, вот так сделаем. У нас уже есть S&P дивергенция с Dow Jones. И мы видим то, что S&P 500 тоже сделал глубокий откат вглубь вот этого рейнджа. И теперь в Q3, вот здесь, мы должны увидеть одну SMT дивергенцию, которая будет подтверждать шортовое направление. И как раз таки вот здесь формируется эта SMT дивергенция между S&P 500 и NASDAQ. Вот. Формируется здесь SMT дивергенция. Вот так можно даже взять. Хотя так тоже понятно. Вот. Как только сформировалась SMT дивергенция, на младшем таймфрейме вообще надо это все смотреть. Вы здесь должны заходить уже по направлению вот этого трендового движения. И здесь уже работа чисто идет по order flow. Потому что цена здесь уже вошла в фазу манипуляции. Манипуляция, она для старшего таймфрейма, но в младшем таймфрейме это уже будет фаза дистрибуции, потому что манипуляция, вот здесь была, манипуляция это вот тут была. И это уже фаза дистрибуции. Внутри фазы дистрибуции цена будет двигаться по order flow. Я это всегда повторяю, чтобы вы поняли и запомнили навсегда. И как раз таки мы видим то, что цена вот здесь, она тестирует диапазон ордер блока, вот этого бычьего ордер блока. Когда мы двигаемся... А что со звуком? Звук прерывается? У всех так? У меня вроде бы нормально. А, Не знаю, если прерывается, напишите, у других тоже так или нет. Так, окей. Значит, здесь цена уже подтвердила, показала, что она находится уже в фазе order flow. Мы можем просто теперь от теста этого ордер блока входить в позицию.
И как раз мы видим, что в нью-йоркской сессии сначала с открытием нью-йоркской сессии цена приходит, тестирует диапазон ордер-блока, и потом делает смещение. Для входа на младшем таймфрейме мы теперь тоже можем, уже вот здесь могли бы работать по order flow. Вот. Первый формируется первый медвежий, первый бычий ордер блок. Дальше мы должны увидеть поглощение этого ордер блока, поглощение, и затем снова тест этого ордер блока. Если нам дадут тест, мы войдем в позицию. Ставлю здесь просто лимитку после вот этой свечи. Дальше смотрим. Бам! Возвращаемся в диапазон ордер блока. Так. Вот здесь остался у нас имбаланс на минутном таймфрейме, видите? Цена может вернуться, чтобы заполнить этот имбаланс. Но если даже цена вернется, это ничего страшного. В этом нету. Потому что она будет стремиться заполнить этот имбаланс и заново спуститься. Но чтобы не упустить удачный вход, я именно ставлю в своей торговле лимитки. Дальше смотрим, как цена будет двигаться. Возвращается. Зашла. Вот здесь цена сформировала аккумуляцию, индюсмент сняла, и после этого должна спуститься. Вот тут, когда цена еще раз поднялась на более высокий таймфрейм, мы можем... Так, сейчас здесь, видите, формируется полка ликвидности. Тут. Теперь должны дождаться, когда снимут эту полку ликвидности. Вот, сняли. Вот эта ликвидность, вот это была снята теперь. Мы сделали еще раз тест ордер блока. Вот тут можем теперь еще раз дополнить нашу позицию в шорт. Стоп у нас будет вот этот, за этим хаем. Этот ордер блок у нас будет защищенная зона. Если цена перебьет это, значит мы меняем наш